Леда! А? Что? Зацени мое видео выпускных в Дании. Выпускной говоришь? Ну, давай посмотрим. Это что вообще такое, а? Всем привет! Меня зовут Савиша, и это история о том, как справляют выпускной в Дании. 3, 4, 5, 6. Совсем недавно в датских гимназиях прошли выпускные экзамены. Подробнее о том, как учатся в здешних гимназиях, вы можете найти в моем предыдущем видео. Экзамены закончились, ребята получили вот такие вот шапки и отправились на выпускные. А прошли они примерно вот так. Крыша хлопает в ладоши, крыша хлопает в ладоши. Всем спасибо, став хороший. Этот препарат хороший. Сердце лезет через горло, лезет через горло. Но как следует не вперло, заключение не вперло. Но все по порядку. В основном выпускной в Дании проходит так же, как и в России. Речь директора, Her sidder I virkelig fikse og færdige studenter. выдача аттестатов, затаренная бухлишка. Ведь выпускной без алкоголя. Это все равно, что брачная ночь без невесты. Ну и купание в фонтанах тоже случается. Ну и, конечно же, ученики в любой точке мира рады покончить с этим адом под названием школа. Det er rigtig dejligt. Det er dejligt. Savner du ikke gymnasiet? Nej. Nej, Nej. jeg er glad for at fri. Jeg kommer ikke til at savne noget som helst. Kun jer. Но здесь есть одна традиция, которая отличает выпуск в Дании от любой другой страны. Дело в том, что после сдачи последнего экзамена выпускники садятся на транспорт, где они напиваются, слушают хорошую музыку и навещают родителей каждого одноклассника. Вы спросите, а как родители относятся к пьяным выпускникам? А родители ребятам наливают! По-датски этот процесс называется студентекёсль, что можно перевести грубо как «О да, я такая грубиянка! Мама, прости меня, я иду мыть рот с мылом». Студентекёсль дословно переводится как «езда выпускников». Ну, на нашем я это буду называть бухловозом. По мне это слово лучше передает сущность происходящего. Бухловоз наш занял 2 дня. В первый день мы объехали городских ребят на повозке, а на второй день мы объехали тех, кто живет за городом на вот этом вот алкомобиле, бухловазе. Я не знаю, как назвать этот транспорт. Я его не хочу называть грузовиком, как тут принято. Для него нужно особое имя. Пишите в комментариях, как бы вы назвали этот транспорт. Ну а мы продолжаем. Они что, заставляют детей бегать? По что для них не было места? Что там вообще происходит? Нет. Повозки мест хватило всем. Но дело все в одной традиции. Те счастливчики, которые получили наивысшую оценку за последний экзамен, должны пробежать за повозкой до первого адреса. Некоторые подумают, что это такое за штраф за трудолюбие. Но я больше придерживаюсь другого мнения. Все дело в законе Янте, который, как сказать, олицетворяет скандинавский менталитет. В законе Янте говорится, что ты не должен думать, что ты умнее или лучше нас. И вот одно из проявлений закона Янте мы можем видеть в этой традиции.
Как вы видите, выпускники наделают весьма много шума, однако окружающие в основном относятся к этому позитивно. Хотя, конечно же, находятся те, кто реагирует на пухловоз так же, как русские реагируют на отключение горячей воды на 2 недели. Нет! Только не это! Кстати, насчет «Калинки-малинки». До переезда в Данию я понятия не имела, что эта песня так популярна во всем мире, в том числе и в Дании. Но здесь она прижилась немного в другом виде. Вот так плясовая песня о широкой русской душе в Дании превратилась в песню, которая призывает людей выпить до дна. Идеально. Утро второго дня бухловоза началось довольно-таки оригинально. К нам заглянуло местное ТВ. Nå, Jonas. Det var dagens første øl. Hvad? Var det dagens første øl? Nej. Jeg har skrevet på hånden, så jeg kan tælle. Jeg skal jo drikke 24 på 24 timer. Og jeg kan se, at du har 2 streger på hånden. Jeg skal til at sætte den 3. streg nu. Så det er kun starten, det her. Let's get this party started. Let's keep them 40s poppin'. So just get buzzed and stay fucked up. We'll keep them panties dropping. Let's get this party started. Let's keep them 40s poppin'. So just get buzzed and stay fucked up. We'll keep them panties dropping. Only you. Да, в России такой номер с бухловозом не пройдет. В первую очередь из-за того, что руководство каждой школы опасается за свою репутацию, так как вводятся все новые и новые запреты насчет курения и алкоголя. Да и пить в России разрешается с 18 лет, а к выпускному не все достигают этого возраста. Ну и напоследок родители. Попробуй притащить своих подвыпивших одноклассников домой. Да многие родители скажут: Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... И правильно сделает. ну, дед! А шо, дед? Припрутся черти, и бог знает, может сломать чего, может выдаст чего эдакого. Ну давай я тебе покажу, как реально ведут себя ребята в гостях. Skål på det, bror. Сквирт в лицо, сквирт шампанского в лицо. Мне сквирт в лицо, мое лицо. Сквирт шампанского в зиплоке. Я хочу убраться в сопли. А теперь... Удивительный вопрос. А как родители относятся к этому бухловозу? Как будто у них есть выбор. Хотя давайте у этих родителей спросим. Altså, jeg synes jo, det er jo en fin tradition, der har været i mange år. Jeg synes, det er fuldstændig fantastisk. Jeg synes, det er sjovt. Det er en god tradition. Jeg synes, det er en god tradition. Og det er smadret rart for os, at I kommer hjem og siger hej. Så jeg har virkelig glædet mig til denne dag. I er så glade og så frie og så lykkelige, så det er bare... det er stort. Altså, bliver du ikke forvirret af de fulde studenter? Nej, de der voksne mennesker. Det skal de nok finde ud af. Sådan er det en gang i deres liv. Ej, det er meget naturligt. Jeg har selv prøvet det, og jeg synes, det er fantastisk. Når man fejrer, at man er færdig med en lang uddannelse, ikke? Ja, så det er jo en god ting. Ну, вы сами поняли, что родители к бухловозу относятся очень позитивно. Действительно, а что в этом такого? Ведь студенты должны иметь право на веселье, так как они его заслужили. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ведь так я узнаю, что вам интересен мой контент. С вами была Савирша. До скорой встречи! Савиш?
А чё они поют? А котята где?